Раньше мы каждый выходной выезжали обязательно, каждый выходной, либо кататься на лыжах. Ну, на лыжах ездили еще, когда снег выпадет в любое время. И летом, весной, осенью каждый выходной летали на парапланах. А сейчас, получается, я заметил, что уже на протяжении нескольких лет я буквально 2-3 раза всего летал на парапланах на протяжении 7 лет. И на лыжах, сноуборде катался намного реже, и я не чувствую себя как-то, что вот теперь моя жизнь стала хуже. Я чувствую, что мне этого не нужно теперь столько, сколько это было нужно раньше. Потому что я понял, что жизнь стала заполнена, а тогда, живя в городе, мы ее заполняли этим адреналином, ну вот этим экстримом заполняли. Но сейчас, когда воды нету, если вот эти вот, надо же и постираться еще. Получается, ну, наверное, раз-два раза в день. И надо будет ведра, наверное, найти еще дополнительно, чтобы больше привозить воды, чтобы реже ездить. Ну, надо, давай, я думаю, на веранду надо поставить. Сейчас, пока. Вот Матвейка воду привезли. Вот такие штаны. Такие штаны. А детям в детстве все кажется интересным в большей степени, чем трудным. Это нам было тяжело. И походы в горы устраивали, и знакомились с местными, в гости ходили. Даже ездили в баню умыть париться, потому что у нас своей бани как таковой не было. Вот. Мы напрашивались в гости, заодно там общались. Взрослые играли в шахматы, мы там дети смотрели мультики, мы общались, сидели. Если мы можем плюнуть на свое здоровье, то мы не можем плюнуть на здоровье своих детей. Ну, сделать так, чтобы у них было хорошее здоровье. Ну и более интересная жизнь. Мы уже здесь знаем, чем питаемся. То, что мы выращиваем, то, что, допустим, если мы не вырастили, выращивают наши знакомые, друзья здесь в селе, можем купить у них, зная, как эти продукты выращены. Тетя Галь! Здрасте. Ой, глянь, что застыло, наверное. Тьфу, елки. Еще тепло. Ой, держи, Илюша, все холодное, блин. Опа. Ага, все. Чего, Илюша, замерз? Да. Ждать не комнате на стуле. Где Матвейка? Матвейка. Ты кашу себе? А куда ты пошел? А котлетки, смотри, выключать надо, да? Да. Надо сейчас
стекла чистить? Да, сейчас стекла, сейчас солнышко вышло, сейчас быстренько надо стекла почистить, чтобы уже начало дома греть солнце, да? Сейчас почистим А вы стеклышко. тогда это покидайте снег. А Снег. потом Анютка уйдет туда, Маргарита, да? Снег в погреб обязательно надо закинуть, а то там начнет сохнуть. Влажность, чтобы была, не холод. Сегодня было минус 17 градусов утром. Да. Круто. Погреб чуть-чуть, я уже щелочку открыл. На ночь уже погреб открывать сильно нельзя, потому что уже теперь замерзнет там. Делают половинчатый вариант. Получается, днем они не топят и ночью топят. А мы топим в году в среднем 10 раз, максимум. 10 раз за зиму. За сезон зимы. Пойдемте сюда. Здесь интереснее будет общаться. И стена очень толстая, поэтому масса, это называется в экостроительстве термальная масса, вообще замечательно. Чем больше, тем стабильнее температура получается в доме. И она нагревается солнцем, эта стена. Вот это остекление, оно не дает остыть этой стене, защищает ее от холода. И эта стена ночью отдает тепло в теплицу и в дом. Но получается, в теплице здесь перепады очень большие, за счет того, что стекла очень много, и днем может подняться до 35 градусов, ну тут очень жарко становится. Если здесь возиться, то надо раздеваться практически. В теплице такие условия, очень сложные условия, здесь очень влажно, здесь идеальные условия для грибов, то есть грибков вот этих вредителей, которые уничтожают растения, грибки там всякие, мучнистая роса там и так далее. А они очень активно здесь начинают развиваться, здесь нет сквозняка, здесь повышена влажность, и уничтожают растения. И поэтому здесь вот как бы нам очень сложно выращивать, допустим, помидоры до самой весны. Да, они у нас до Нового года, и потом их начинает поражать эта мучнистая роса, и мы их выкидываем. Сейчас в теплице у нас холодно, потому что нет солнца. Да? Солнце вот только начинает появляться. А мы счистим снег, и здесь сразу станет классно, очень тепло. Здорово. Это, в общем-то, переезд из-за детей, потому что детей надо как-то выгуливать, кормить, а в городе это, в центре города это оказалось... Ну, кормить мы, допустим, еще их могли, но я хотела, чтобы они видели, как это все происходит, как это растет, откуда добывается, чтобы знали, что почем, какая цена всего этого. Вообще сельская жизнь, она делает человека инвалидом, по моему мнению. Ну, то есть вот эта напряженная физическая работа, она делает человека. То есть ее на самом деле для женщины должно быть поменьше. Должна правильная физическая нагрузка, я так думаю, что это должен быть спорт. Ну, не спорт не на уровне там Олимпийских игр, это профессионального такой уровень. Ну, такая достаточно интенсивная там ходьба и зарядка энергичная очень. Но я вообще всю жизнь дружу с гантелями, там, со штангами. Мы очень много интересовались здоровьем и думали, что в деревне
здоровье приходит само собой, потому что человек очень много работает, очень много физической работы у человека. И они здесь постоянно двигаются, постоянно там физические нагрузки, и поэтому они должны очень долго жить и быть очень здоровыми. А вышло наоборот, общаясь со стариками. Мы сделали вывод, то что они надорвались эти люди, потому что у них нагрузки были раз в год или несколько раз в год. И все остальное время они не занимались постоянно. А нужно, чтобы быть в тонусе, необходимо заниматься постоянно. И тогда эти физические нагрузки, они уже так не перегружают человека. Заканчивается. Ай. Просто поработать Все. Оль, тебе наливать? Тебе твой бокал где? Вроде сладкий. Уже. Да? Оль. Или горькая есть. Да, горького нет, ровно. Нам пришлось жить первые года в очень большом напряжении, пережить эту работу, эту пыль, грязь, пока это все было построено. То хозяйство, которое внизу, там тоже очень много сложностей было. Ну, там столько было мусора, мы мусор выносили там год или два. Ну, там растет озимая рожь, растет уже. Надо будет еще сеять. Мы планируем, если все получится, посеять овес. Ну, будем заниматься этим сегодня. Голозерный овес. И планируем амарант, лен посеять еще. И еще надо будет посеять эспарцет. Обогрев заключается в чем? Вот эта система воздуховодов, эти трубы, они проложены под землей.
Получается, отсюда будет подниматься труба до самого верха, и под потолком, как известно, накапливается самый горячий воздух. И в холодный период времени, или когда уже будет прохладно, когда мы уже закроем фрамугу, мы будем включать вентилятор, и этот горячий воздух будет гнаться под землей и выходить на другом конце, получается. И мы надеемся, что земля будет нагреваться от воздуха, и, получается, будет аккумулироваться тепло в земле. И как бы процесс пошел. Вот, так у него уже усики даже полезли, что ли. Вот это да. Вот они, огурцы, которые только высадили. Мы получили то, что ждали. Потому что мы все-таки, прежде чем переехать в село, постоянно жить, далеко от города, мы жили сначала, у нас был участок земли в 20 километрах от центра города, и мы половину времени проводили там. Высыпать туда же будем? Мы тюками соломы утеплили эти стены вокруг, сделали глиняную стену с этой стороны, с юга, чтобы у нас аккумулировалось тепло. Покрасили эту глиняную стену в черный цвет и застеклили двойным остеклением, стеклопакеты. Склеили стеклопакеты, застеклили. И получается, солнышко нагревает эту стену, стена аккумулирует в себе тепло и потихонечку отдает его в дом. И чтобы летом не было жарко, мы сделали вот этот козырек. Этот козырек рассчитан таким образом, что летнее солнце, он закрывает, и солнце не попадает на эту стену. А зимнее солнце, да, когда оно опускается, оно освещает эту стену и нагревает ее, чтобы летом не было жарко. Вот. А это вот глиняная стена, вот тут видно глиняные кирпичи с этой стороны, чтобы аккумулировалось тепло. И самое любимое место здесь, на вот этом окне. Потому что подоконник нагревается на солнце, и окно очень теплое. Замерзла сегодня ночью? Да, там, ну, когда 3
То есть один проход у нас 20 соток, 23 сотки, да? 20 целых. Или 23 сотки получится. 23 сотки получится. Сейчас пока сборные заказы еще подготовим. Взвешивание. Вот они. Так, Никит, нам что нужно? Это у нас гречка. Нам гречки нужно 2 мешка. Правильно? Давай, вот это вот гречка. Здесь гречка. Аккуратненько, ладно, чтобы там... И мешок муки. Ну да. Надо было. Опа. Вот этот, да, мешок? Да, ты сюда? Давай. Так. Вот это, да? Да. Так. У нас получается, что есть список продуктов на сайте. В течение месяца люди заказывают, заказы накапливаются, и мы раз в месяц сюда приезжаем, развозим эти продукты. У нас мука, манная крупа, ржаная мука, пшеничная мука, цельнозерновая крупного помола и та, и другая. Гречка зеленая, масло, сурепки, тыква, яблоки, картошка. Все, мы по одной будем возить, да? Наверное, по одной. Или пока сюда куда-нибудь разгрузить? Может, пока, как обычно, вот здесь. Окей. Да, это пшеничных отрубей еще не было, получается. Мелкие. Ну, это уже не мука совсем, конечно, сразу. Ну так да. уже даже и не сплющится, да? Так уже определить не определишь. 20 минут. Потому что куда ни говоришь, везде просто. Здесь когда-то в городе я занимался продажей стекла, услуги оказывали резкие, там установки. Мы работали вплотную со стеклом на протяжении 15 лет, наверное. Потратить свою жизнь на то, чтобы зарабатывать деньги в городе, в этой суете, я в определенный момент понял, что смысла большого нет. Жизнь жалко. Перед смертью человек обязательно задумывается, как он прожил жизнь и что он оставил после себя. И мне показалось, что мне будет обидно в конце жизни, если я потрачу всю свою жизнь на заработки и в суете в этой городской.
В общем-то, сейчас, если вдруг придется переезжать, придется бросать, покидать это место вдруг, потресканных нету, то мы бы, конечно, все равно не хотели бы оказаться в городе. Мы только в деревне бы. А вы за водой съездите еще, да? Или снизу? За водой надо ведра подготовить, побольше ведер. А то один раз постирали, и вода закончилась. Сразу. О, ведра уже приготовили. Поехали. Бери веник, сейчас надо машину прогреть. Какая у нас машина грязная. Давай, закрывай, я пошел заводить.